последние недели в армяно-российских отношениях все более отчетливо проявляется нарастающее напряжение, которое затрагивает сразу несколько ключевых сфер – экономику, безопасность, информационное пространство и политическую риторику. На этом фоне все чаще возникает ощущение, что Армения оказывается в ситуации внешнего давления, где ее решения и внешнеполитический курс все чаще рассматриваются через призму интересов крупных геополитических игроков. Одним из таких сигналов стали сообщения о возможном усилении контроля со стороны Россельхознадзора в отношении ряда армянских предприятий. Формально подобные меры объясняются техническими процедурами и необходимостью контроля качества продукции, однако в армянском общественном и медийном пространстве они все чаще воспринимаются как элемент экономического давления. На фоне и без того сложных торговых отношений любые подобные шаги быстро выходят за рамки технических и начинают приобретать политический оттенок. Параллельно российский МИД публикует обновленные оценки стран, которые, по его версии, могут представлять риск для граждан России с точки зрения возможных задержаний и экстрадиции по запросам третьих государств, включая США. В этот перечень вновь включается и Армения. При этом подчеркивается, что речь идет не только о формальных международных соглашениях, но и о практике взаимодействия правоохранительных структур в рамках глобальной правовой системы. Российская сторона рекомендует своим гражданам учитывать подобные риски при зарубежных поездках. При этом отмечается, что между США и Арменией нет двустороннего договора об экстрадиции, однако в современной международной практике сотрудничество силовых органов может осуществляться и вне рамок прямых соглашений, что добавляет дополнительный уровень неопределенности. Эта тема постепенно переходит в более широкую повестку безопасности, где российские официальные лица продолжают говорить о росте рисков для своих граждан за рубежом. В результате Армения оказывается в одном ряду с десятками других государств, что дополнительно усиливает политическую чувствительность и усложняет общий фон двусторонних отношений, несмотря на длительную историю союзничества. На этом фоне все чаще звучат заявления о стратегическом выборе Армении. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что отношения с Ереваном остаются союзническими, однако становятся все более сложными на фоне постепенного сближения Армении с западными структурами. Отдельно подчеркивается тезис о несовместимости одновременного участия в ЕС и ЕАЭС, что фактически ставит Армению перед необходимостью долгосрочного стратегического выбора. Эту позицию поддерживают и представители экономического блока России, заявляя, что интеграционные модели ЕС и ЕАЭС не могут существовать параллельно. В этом контексте любое движение Армении в сторону европейской интеграции начинает рассматриваться как потенциальный пересмотр существующих экономических связей и уже сложившейся архитектуры сотрудничества. Внутри самой Армении при этом сохраняется более сдержанная и суверенная линия. Руководство страны подчеркивает, что все вопросы безопасности, военного присутствия и международного взаимодействия должны решаться исключительно в рамках армянского законодательства и под контролем национальных институтов. Такой подход отражает стремление Еревана сохранить баланс, укрепить государственный суверенитет и не допустить внешнего давления на принятие ключевых решений. Тем не менее, в общественном дискурсе появляются сообщения о том, что часть российских граждан в Армении якобы сворачивает бизнес на фоне неопределенности и политических рисков. Об этом заявил председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин. Одновременно в российской риторике усиливается тема внешнего влияния на Армению, включая заявления о попытках вмешательства в общественные процессы и продвижение политических моделей, не всегда совпадающих с внутренним запросом армянского общества. Эти заявления сопровождаются предупреждениями о возможной внутренней поляризации, что напрямую связывается с внешнеполитическим курсом Еревана.
В международной плоскости появляются и обвинения в адрес отдельных российских структур в участии в информационных кампаниях влияния на политические процессы в Армении. В Лондоне вводятся санкции против организаций, подозреваемых в подобных действиях, включая использование технологий информационных операций и сетей влияния в цифровом пространстве. Также в публичное поле попадают утечки документов, которые описывают методы так называемых гибридных кампаний, от работы с медиа и экспертной средой до информационных операций в социальных сетях. В этих материалах упоминается ряд стран, включая Армению, как часть более широкой географии подобных процессов. При этом интерпретация и достоверность таких данных остаются предметом политических и экспертных споров. На этом фоне усиливается и внутренняя чувствительность армянского общества к любым сигналам нестабильности. Любые сообщения о возможных провокациях или попытках дестабилизации воспринимаются особенно остро, что дополнительно усиливает общий фон общественного напряжения. Если рассматривать ситуацию шире, становится очевидно, что весь регион Южного Кавказа переживает этап глубокой трансформации. Азербайджан активно продвигает инфраструктурные и транспортные проекты, включая транспортные маршруты, которые рассматриваются как часть более широких международных коридоров. При этом Ильхам Алиев продолжает называть данный маршрут Зангезурским коридором, особенно в заявлениях для внутренней аудитории Азербайджана, а также во время встреч с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция усиливает свое экономическое и геополитическое влияние в Восточном Средиземноморье и на Южном Кавказе. На этом фоне Соединенные Штаты поддерживают процессы нормализации между Арменией и Турцией, включая шаги по снятию торговых ограничений и расширению экономического взаимодействия, подчеркивая важность стабильности и развития региона. В результате Армения оказывается в центре пересечения сразу нескольких геополитических линий – российской, западной, турецкой и региональной. Каждая из них предлагает собственную модель будущего. Однако все более очевидно, что именно Армения стремится сохранить самостоятельность принятия решений и право определять свой стратегический курс. Именно это и формирует нынешнюю реальность. Не единичный кризис, а многослойный процесс перераспределения влияния в регионе, где для Армении ключевым становится сохранение суверенитета, внутренней устойчивости и способности самостоятельно выстраивать свое будущее в условиях усиливающегося внешнего давления. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Южного Кавказа. Оставайтесь с нами.